Привет, друзья! Вы вновь на канале Два кота и велосипед. С вами Василий Литвин и кот Пупс. Кот Ниппель там чем-то занят. Своим котячим. Так, все, Пупс, давай, отходи с экрана. Друзья, сегодня мы займемся попыткой ремонта навигатора. Как вы знаете, в последнем велопоходе у меня сломался мой Garmin E-Trax Touch 25. Известная проблема туристических навигаторов Garmin. У них кнопка управления, в общем, она тут резиновая. Из-за деградации резины она со временем вываливается и перестает работать. Кроме того, в походе, из-за того, что она вывалилась, мне пришлось микровыключатель внутри нажимать всякими подручными средствами. В конце концов, я его сломал. Но в городе Горис мне ребята в мастерской по ремонту мобильников очень просто его и недорого починили. Теперь стоит задача сделать какую-то кнопку, чтобы она более-менее нажималась. Подсмотрев в интернете всякие советы, там был совет изготовить кнопку из резины. Вот и попробуем. Вот у меня разнообразные резинки, собственно говоря, резинки, ластики. Попробую из них что-нибудь сделать. Нам надо достаточно жесткое, вот вынутое из карандаша, например. Вот это вот красное мне нравится. Но в отверстие она немножко не помещается. Надо подрезать, попробовать. Сейчас попробую подрезать, чтобы она хорошо влазила в отверстие. Ну-ка, что у нас получилось? В принципе, нажимается. Вот, навигатор начал включаться. Сейчас запустится и проверю, как дальше работает. Но не оставлять же такую вот пупочку торчащую. Сюда. Срабатывает, но надо как-то, чтобы оно свободнее срабатывало. Так. Значит, вставляется. Как-то вот так надо обрезать. Вот такая штука у меня получилась. Так, попробую вставить. Вот. Не сильно ли мало я оставил? Так, нажалось. Навигатор начал запускаться. О, там Ниппель прибежал. Вот снова наш Пупс. Пока навигатор запускается. Так, раз. Нажимаем, раз. Нажимаем, два. Нажимаем, раз. Нажимаем, два. Срабатывает. В общем-то, кнопка работает. Теперь надо этой кнопке нажать, подержать, выключить. Придать приличный вид. У меня есть идея. Сейчас я покажу, как. Мне надо, кроме того, чтобы придать этой кнопочке приличный вид, обеспечить герметичность навигатора, чтобы он работал так же, как и прежде. Берем велоаптечку и ставим велосипедную латку сюда. Вот так попробую сделать.
Для этого нам что нужно? Как обычно латки ставятся. Сначала немного зашлифовать. Хотя, в принципе, тут резина и так шероховатая. Теперь так. Спиртовой салфеткой обезжирить, но для начала примерим латку. Вот у нас латочка. Как ее тут поставить? Пожалуй, ее надо обрезать. Она у нас слишком великовата. Ну-ка. Если вот так ее приклеить, думаю, будет в самый раз. Так. Обезжирим спиртовой салфеткой, чтобы уже держалась. Хотя не уверен, но я надеюсь, что будет держаться. Латки хорошие. Заодно стекло протру, чтобы чистое было. Туристический навигатор Garmin славится надежностью. Ну вот, надежностью всем, кроме кнопки. Кнопка вот эта, у них слабая деталь. Ну как слабая? Лет 5 она служит. Вот у меня лет 5 она поработала, а потом провалилась. И это не только у меня. Теперь надо, чтобы спирт высох, потом нанести клей. Сохни, сохни, сохни спирт. Вот еще раз тем временем покажу, как получилось. Так, высохло. Наносим вокруг тонким слоем. Даем подсохнуть. Так в инструкции написано. Нужно, чтобы подсохло. Пока он тут подсыхает, я его открою, достану батарейки, чтобы пока я буду жмякать туда-сюда при, для приклеивания латки, чтобы он лишний раз не включался. Можно вот так немножко клей размазать. То местами получилось много, и он не сохнет. Так, ну где наша красивая, аккуратненькая вот такой вот формы латка? Клеевую фольгу. Фольга, давай, снимайся. Что, достаточно ли я намазал? Надеюсь, достаточно. Наносим и прижимаем. Оп. Раз. И держу. Тут важна сила прижатия. Сильно прижать. Резина должна завулканизироваться с помощью этого клея. И обеспечить нам герметичность этого соединения. Ну все, пускай до завтра сохнет. Завтра с котами проверим, что получилось. До завтра. Итак, друзья, прошли сутки, как я заклеил кнопочку. Давайте отклеим пленку. Ну, выглядит довольно прилично. Поставлю батарейки и попробую, как оно теперь нажимается. Включаю навигатор. Кнопочка нажалась, пошла загрузка. Так, ждем. Ждем, котик, ждем, пока загрузится навигатор.
Так. Замечательно, кнопочка нажимается. Раз. 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 Ну все, можно считать, что кнопка починена. Герметичность я проверять не буду, но от дождя должна защищать. Все, друзья, пока-пока. До встречи на канале Два кота и велосипед. Смотрите наши всякие обзоры, лайфхаки и отчеты о путешествиях. Всем мира и добра, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ну вы знаете.